Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю расклад на 4 королей. Вызовем ваших королей сегодня и спросим у них какие-нибудь вопросы, да? Давайте посмотрим и возьмем преддиагностику. Выбирайте по стихиям короля или же выбирайте по тому, как вам чувствуется, да, как вам ощущается по преддиагностике, например. Ну и давайте начнем. Позовем мужчину. Наших королей. Где же наши короли? Спрятались где-то короли. Вот первый король, который связан со своей королевой жезлов. Да, у него есть королева его страсти и любви. Очень крепко связан. Не только духовно, да, но может быть и браком, может быть и связан просто какими-то другими моментами. То есть это его соратник. Это человек, это женщина и для него и страстная, и, как это сказать, давайте вот оставим, буду вот так. И друг, вот. Что делаю, да, ну ладно. Так, следующий король пентаклей. Немного денег у него сейчас может быть. Где-то он заработал, да, может быть, так вот. Может, где-то даже нечестно. Или как-то не ожидала, заработал, да, вот такой вот момент. Может быть, от матери деньги. Следующий дом – это дом... Ой, господи, что говорю. Мысли разлетелись. Король червей или король чаш. Он сейчас думает о том, может быть, как вам помочь, как распределить свои финансовые потоки. Да? Вот о чем-то он думает. И еще один король, это король воздушной стихии, и у него есть любимая женщина, с которой он хотел бы создать что-то, с которой хотел бы встретиться, выпить чай, кофе, да, или там куда-то сходить. Какого-то праздника хотел бы король мечей с любимой женщиной, король воздушной стихии. Так, ну давайте возьмем и посмотрим каждого короля, да, я вот так, наверное, их разложу. Вот так вот. И давайте будем смотреть. Начнем с короля жезлов. У него уже королева жезлов вышла. Мы вот вызвали эту пару, получается, сейчас. И спросим, что он о вас думает, да? Что он о вас думает. Очень хорошие мысли о вас у него. Он о вас думает, что вы сильная. Ну, здесь, конечно, разбитое сердце. Вот почему разбитое сердце, да? Ага. Может быть, кто-то поступил недостойно из вас. Может быть, обидел другого, да? Вот здесь такого плана. Не как рыцарь, не как джентльмен. Но думает он о вас, конечно, что хотел бы к вам пойти навстречу, он хотел бы вас завоевать, он хотел бы, чтобы сила любви была всех вот этих ваших обид, всех ваших недосказанностей или
если кто-то сделал кому-то больно, да, вот он хотел бы, чтобы сила любви победила. Вот что он думает по поводу вас. Что он хотел бы вам сказать? Здесь кармическая отработка идет, да, что очень тяжело и много страхов его в жизни. Что, возможно, он готов, вот то, что вы прошли долгий путь, находясь в таком состоянии тяжелом, да, где чего-то боялись, чего-то не получалось, были, может быть, на расстоянии друг от друга, проходили какие-то уроки, он хотел бы это все излечить, исцелить он хотел бы сейчас. Ну, давайте посмотрим, что будет. Что будет. Хорошие карты. И вот знаете, он будет делать какие-то такие шажочки, что вам будет казаться, что этот человек, да, за вас борется, там туда-сюда. Ну, возможно, просто по-другому этот человек не умеет. Между вами на самом деле не произошло ничего такого прям уж сильно серьезного. Карты об этом говорят. Карты говорят, что вам нужно просто идти по новому этапу вашей любви. И это обязательно приведет вас к солнцу, к счастью, к радости. Да? Вы увидите просвет в той ситуации, которая у вас произошла между вами. Здесь карты говорят, вам только нужно начать заново. Здесь и о семье карты говорят, можно вывести просто на новый уровень отношений, таким образом избавиться от каких-то недопониманий или обид. Да? И карта Солнца, конечно. В вашей паре есть, конечно, однозначно будущее. И если вы пойдете друг другу навстречу, то все будет у вас замечательно. Давайте дальше посмотрим. И я вот так вот уберу прям их. Эта пара прямо просто пара. Мужчина любит, конечно же, и вы друг другу по судьбе, вот в короле жезлов. Давайте посмотрим короля пентаклей. И спросим у него, здесь могут быть деньги от женщины по материнской линии, да, вот что-то в этом роде. Так, давайте спросим, что он о вас думает, вот этот король пентаклей. Что он о вас думает? То, что он думает, это да. Опять вот карта креста. Опять сейчас, видимо, многие проходят кармические уроки для того, чтобы изменить свою жизнь, да. И здесь он думает, да, он задумывается, может быть, долгое время уже задумывается о том, как ему прийти к вам, например, победителем, как быть на коне. Конфликт, возможно, был, вылетели карты, да. Да что ж такое? Так, что хотел бы он вам сказать? Что он хотел бы вам сказать? Обвиняет себя, да? Обвиняет где-то себя. Обвиняет себя, может быть, это связано где-то с детьми, также с какими-то хлопотами, может быть, связано, или с посланием для вас, которое он в прошлом где-то, да, что-то написал. Он может себя винить в этом, но эта карта, она показывает также на очищение, да, то есть нужно просто от чего-то очиститься. Вот. И вы сейчас свою душу, может быть, от каких-то привязок очищаете, от каких-то негативных моментов. Поэтому долгое время у вас, может, были проблемы в отношениях. И карта говорит, что, в принципе, после того, как вы очиститесь, начнутся перемены. Вы должны выбрать путь, светлый или темный в своей жизни, для того, чтобы идти к переменам. Вот пока вы не осознаете, куда вам идти, вот он хотел бы вам сказать, что он пытается осознать, куда ему идти.
пока он этого не осознает, у него перемен в жизни не будет. А здесь у него, может быть, это связано с детьми, с какими-то обвинениями, может быть, то, что он себя винит там перед кем-то, да, кто его младше, ну, такого плана. Да, давайте посмотрим, что будет. Ну и здесь у этого короля выглянет солнце. В любом случае оно выглянет и укажет, в какую сторону идти, в каком направлении. Я вижу, что этот человек пойдет в сторону любви. Здесь карта вот еще показана бессилие, то, что человек без сил уже сделать какой-то выбор и увидеть то состояние, в какую сторону ему идти, да. Но он увидит этот свет. Ему обязательно вот эта карта Солнца осветит то направление, в котором нужно идти. Он это все поймет. Он все это поймет. Где-то он, может быть, жил в каких-то иллюзиях. Это было связано с кармическими отношениями, например, с какой-то женщиной, с матерью, с другой какой-то женщиной, с которой у него есть дети. Здесь вот посмотреть вот по этому ряду, да, иллюзии, касающиеся вот либо детей, либо отношений кармических с какой-то женщиной могут быть. Да, вот у него такой момент может быть. А здесь карта выбора. Ему нужно будет принять решение, я уже это говорила, для того, чтобы перемены в лучшую сторону у него вошли в его жизнь. Вот таким вот образом. Давайте следующего короля посмотрим. Следующий король чаш. Посмотрим, что он нам расскажет сегодня. Король чаш. Итак, что о вас думает король чаш? Ой, сразу 3 карты вышли. Угу. Ваши отношения непростые. Здесь есть ограничения, но здесь как бы, как сказать, ограничения. Да, могут быть со стороны родственников. Он, может быть, думает о том, что почему он не пошел к вам навстречу, почему он не разорвал те оковы, которые его связывали. Он сейчас думает о своем прошлом, он думает о том, что надо было ему идти в каком-то новом направлении, а не держаться за то, что есть. Сейчас он думает, что нужно было идти вот туда вперед, да? Несмотря на все препятствия, несмотря на какие-то другие моменты в его жизни. Да, может быть, здесь были какие-то ситуации, где нужно было бороться, но на самом деле, и он не имел возможности, но на самом деле он сейчас думает о том, что было бы, если бы он пошел вам навстречу и отправился бы в новый путь. Что хотел бы вам сказать? Карта замечательная. Карта мага. Ох, какие карты. Этот человек хотел бы помириться, исцелить ваши чувства, ваши отношения. Он хотел бы что-то возродить или начать новое. Да? Карта первый аркан. Он хотел нового этапа, связанные с тем, чтобы найти гармонию, взаимопонимание, любовь между вами и достичь самого высокого уровня ваших отношений. Вот он чего хотел бы. Здесь очень хорошие карты, и все 3 карты старших арканов. Он хотел вам сказать, что вот этого он очень сильно хочет, чтобы наступило время такое, где между вами царил бы мир, гармония, вы начали новый этап в своих отношениях, чтобы, может быть, закончились расстояния, если между вами были и есть, да, вот такого плана. Давайте посмотрим
Что будет? Что будет? Ну, карта говорит, что будут победы у вас, вы сможете справиться с какими-то препятствиями на своем пути, с какими-то недоброжелателями, да? Страдания, возможно, вы оставите даже в прошлом. Да, может быть, между вами вот эта связь, она никуда не денется, никуда. Вот на самом деле между вами очень сильная духовная связь, когда вы можете пройти и огонь, и воду, и медные трубы вместе, но здесь нужна борьба, которой, возможно, вам не хватает. И вы будете бороться, или ваш мужчина будет бороться за справедливость. Вот здесь так. Борьба за справедливость идет. И я хочу тогда взять карту итога. Карта императрица. Вы достигнете уровня императрицы, вы или ваш мужчина. Это карта наслаждения в любви. То есть, если у вас что-то, колесо фортуны, грубо говоря, поворачивается в вашу сторону, в сторону благополучия финансового и любви. То есть, если вы готовы к этому, вам Венера даст все, что вы хотите. То есть сейчас вы придете к тому, что у вас будет хорошая перемена в вашей жизни. Давайте дальше посмотрим. И еще один король, король мечей. Так, вызовем мужчину и спросим, что он о вас думает. Хочет, чтобы вы были на коне, чтобы у вас все было хорошо. Хочет, не просто довольствоваться тем, что есть, а хочет нового шанса вас завоевать, вас добиться, да, отправиться с вами куда-то там, в какой-то путь. Здесь человек хочет с вами любви, продолжения отношений однозначно. Я хочу спросить, что хотел бы он вам сказать. Сейчас, конечно же, есть любовь, есть. Не зря вот его любовь вышла прямо у него здесь. Он хотел бы сказать, что держится за вашу любовь, да? Держится. У вас, может быть, дети даже есть. Он держится за вашу любовь. Хотел бы, чтобы ваша любовь, и, может быть, даже понимает, что ваша любовь должна выйти на какой-то новый уровень. Ну и давайте посмотрим, что будет. Будет все прекрасно. Этот человек возьмет на себя ответственность. Если у вас брак, то он обязательно вам будет в чем-то помогать. Он решает, да, он решает действовать по честности, по обязательствам своим выполнять. Здесь карты говорят, что, может быть, он даже куда-то хочет отправиться. Думает, что он будет тащить на себе все свои обязательства и будет вам помогать всячески для того, чтобы, несмотря, в любой момент, когда вам это нужно будет. Вот такой вот мужчина замечательный, да, мужчина очень, как сказать, порядочный и благородный. Недаром король пик рассматривается как такой именно король благородный, проживший и имеющий большой опыт. Давайте посмотрим итог тогда, да? Итог. Любовь, конечно же. Любовь. Любовные отношения будут у вас. Вы будете... у вас есть любовь.
и у него, и у вас друг к другу есть, конечно же, любовь. Вы будете довольствоваться этой любовью, вы будете идти друг к другу, он будет вам помогать, как бы всячески, да. Здесь есть все хорошо, успех в любви, так скажем, перемены, которые выведут ваши отношения на новый уровень. Здесь все будет неплохо. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще. И всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.